Его жизнь как сценарий, который невозможно выдумать. Он начинал с галстука и судебных дел, а закончил на вершине мировой славы, где миллионы фанатов кричат его имя. Джан Яман – человек, который бросил все, чтобы стать легендой. Но за этим блеском скрываются тайны, о которых он никогда не говорил открыто. Почему он исчез из Турции в самый пик популярности? Кто и за что пытался разрушить его карьеру? Как одна фраза судьи изменила все и сделала из молодого юриста символ страсти и силы? И правда ли, что цена его успеха оказалась слишком высокой? Сегодня вы узнаете о нем то, чего не пишут в журналах и не показывают на телевидении. Все, что тщательно скрывалось за ослепительной улыбкой, дисциплиной и самоконтролем. От первых шагов в актерстве до скандалов, которые могли поставить точку в его жизни. Оставайтесь до конца, именно там вы услышите то, что перевернет ваше представление о Джане Ямане навсегда. В один момент его жизнь изменилась навсегда, словно кто-то одним щелчком переключил судьбу с режима «офис и костюм» на режим «свет рампы и шум аплодисментов». Еще вчера он сидел за столом в юридической компании, внимательно перечитывал контракты о слияниях и поглощениях, выбирая точные формулировки, а уже сегодня на съемочной площадке, где вместо судебных терминов звучат реплики героя, которого обожают миллионы. Джан Яман никогда не планировал стать актером, но вся его биография будто специально писалась для того, чтобы однажды привести его именно туда, где он сейчас, на вершине международного успеха. Путь Джана начинается не с блеска и славы, а с дисциплины и двойственности. Он родился 8 ноября 1989 года в Стамбуле, городе, где Восток встречается с Западом. В нем с самого детства жили две противоположности – балканская горячая кровь и холодная турецкая рассудительность. Его дед был албанцем из Косово, бабушка – из Северной Македонии, а родители – воплощение двух разных миров. Мать – строгая, собранная, деловая, привыкшая вставать в 6 утра и держать под контролем каждый шаг. Отец – легкий, компанейский, открытый жизни человек, который обожал устраивать вечеринки и барбекю в саду. Когда им пришлось расстаться, они сделали это без скандалов. Маленький Джан не почувствовал боли утраты, наоборот, он рос в атмосфере любви, просто деля время между матерью и отцом. Мама – за будни, порядок и учебу. Отец – за выходные, радость и свободное дыхание. Две энергии, которые позже слились в одном человеке, сделали из него уникальный сплав железной воли и артистической харизмы. Уже в школе он отличался тем, что не боялся нагрузок. Вставал затемно, чтобы успеть в престижный итальянский лицей, а после уроков шел на баскетбольные тренировки и возвращался домой ближе к полуночи. Ему было всего 14, но он уже знал, что труд и системность – это не наказание, а способ двигаться вперед. Там же, в лицее, он впервые ощутил, что ему открываются языки, словно это его природный инструмент. Итальянский, английский, испанский, немецкий, французский – он учил их с легкостью, будто просто вспоминал то, что уже когда-то знал. И все же, несмотря на врожденный артистизм, Джан выбрал профессию рациональную – юриспруденцию. В университете он был образцовым студентом, дисциплина, оценки, блестящие результаты. 2 года полной концентрации на теории права, потом первые шаги в международной компании, работа с налоговыми договорами, корпоративными сделками. Снаружи – пример успеха. Внутри – нарастающее ощущение пустоты. С каждой неделей Джан все яснее понимал, чужие контракты не наполняют его жизнь смыслом. Он видел перед собой одни и те же лица, одинаковые галстуки, серые будни. Все казалось правильным, но слишком тихим. Он чувствовал, что способен на большее, не просто зарабатывать, а проживать. И однажды решился. Его решение было неожиданным даже для него самого – взять уроки актерского мастерства, чтобы улучшить дикцию и пластику, якобы для судебных выступлений. Но уже через пару занятий стало ясно – это не просто тренинг. Это его стихия. Сцена мгновенно отозвалась на его внутреннюю энергию, а сам он впервые за долгое время почувствовал, что дышит полной грудью.
Судья, перед которым он когда-то выступал, сказал ему фразу, которая стала пророческой: «Вы не адвокат. Вы артист. Вам не здесь, вам на сцену». И Джан последовал этому совету. Так закончилась одна жизнь и началась другая, жизнь человека, который осмелился поменять траекторию, когда все, казалось бы, уже было решено. Он закрыл ноутбук юриста, надел не костюм, а рубашку актера и шагнул в неизвестность. Никто тогда не знал, что этот шаг станет началом истории, которую через несколько лет будут обсуждать в Турции, Италии, Испании и Бразилии, а его имя, Джан Яман, будет звучать как символ новой звезды, выросшей не из амбиций, а из внутреннего голоса, который однажды сказал: «Теперь моя очередь жить по-настоящему». Если бы кто-то попытался описать Джана коротко, то слова «контраст» и «равновесие» подошли бы лучше всего. Его жизнь с самого начала – игра противоположностей, где строгость соседствует со свободой, рациональность с интуицией, а спокойствие с бурей под кожей. И именно эта внутренняя дуальность делает его не просто актером, а человеком, который способен оживлять любые эмоции на экране, потому что он их знает изнутри. Семейная история Ямана будто нарочно создана, чтобы воспитать человека, умеющего адаптироваться в разных культурах. Балканская линия семьи принесла ему вспыльчивость, чувство чести и эмоциональную открытость. Турецкое воспитание добавило собранности и глубокого уважения к традициям. Он вырос в доме, где по воскресеньям пахло кофе, где говорили сразу на нескольких языках и где эмоции никогда не прятали под маской. Мама, человек железной дисциплины, приучила его к четкости во всем, от утреннего режима до идеального порядка в вещах. Для нее жизнь – это система, где все должно работать, как часы. С самого детства Джан видел, как она планирует день, не теряет самообладания и всегда добивается своего. Эту часть характера он сохранил и до сих пор. За каждой импровизацией актера стоит невидимая структура, продуманная до мелочей. Отец, напротив, был воплощением легкости. Он учил сына не бояться жизни, быть открытым, наслаждаться моментом. Вместо утренней строгости – смех, песни, разговоры о футболе и мечтах. Именно от него Джан унаследовал природную харизму, ту, что заставляет публику смотреть на него, не отводя взгляда. Две линии воспитания, два мира, строгий и свободный, в нем не сражались, а постепенно сплавились в одно. От матери он взял контроль, от отца – спонтанность, от обоих – внутреннюю силу и уверенность в себе. Позже этот внутренний баланс поможет ему выдерживать бешеный ритм съемок, пресс-туров и международных проектов. Он часто говорит, что все, чему научился в детстве, пригодилось во взрослом возрасте. Мама дала мне направление, отец – ветер. Без одного я не смог бы удержаться на земле, без другого не смог бы взлететь. Именно этот баланс стал его личной формулой успеха. Когда кто-то видит в нем лишь обаяние, он показывает железную работоспособность. Когда ждут легкости, демонстрирует умение считать, анализировать и стратегически просчитывать шаги вперед. Его внешняя уверенность и внутреннее спокойствие – результат не амбиций, а долгой работы над собой. В нем нет надменности, есть собранная энергия. Он никогда не спешит, но всегда вовремя. И, пожалуй, именно поэтому Джан не растворился в популярности, а превратил ее в инструмент, так же, как когда-то превратил уроки актерского мастерства из хобби юриста в начало новой жизни. В тот момент, когда большинство еще ищет себя, он уже строил мост между двумя мирами – дисциплиной и вдохновением. И именно этот мост однажды приведет его к тому, что сделает его имя известным во всем мире. Джан Яман всегда двигался быстрее, чем большинство его сверстников. Кажется, он родился с внутренним таймером, который не позволял стоять на месте. Пока другие подростки мечтали о свободных днях, он вставал в половине 6 утра, чтобы успеть в Международный итальянский лицей в Стамбуле, школу, где уроки читались на нескольких языках и требовали предельной концентрации. Учителя быстро заметили в нем не просто способного ученика, а человека с необычным складом ума. Джан не зубрил, он анализировал. Он буквально чувствовал систему любого предмета. Математика, которой многие боялись, для него была отдыхом, почти игрой.
Он смеялся, называя ее своим хобби, и создавал собственные методы подготовки к экзаменам, не тратил время на второстепенное, а изучал слабости преподавателей и точно знал, на чем сделать акцент. Но главное, это был не сухой ботаник с конспектом в руках. Уже тогда он отличался спортивностью, азартом и невероятным чувством ответственности. После уроков, тренировки по баскетболу, потом домашние задания, потом снова спорт. Такой ритм мог бы сломать любого подростка, но для Джана это было естественно. Он не просто выполнял план, он получал удовольствие от процесса. Когда отцу стало трудно оплачивать частное обучение, лицей, пораженный успехами своего студента, назначил ему стипендию. А вскоре Джан выиграл конкурс, где из 3000 турецких школьников отобрали всего 36. Так он впервые оказался в Америке, в университете штата Огайо, по обмену. Там он увидел мир, где люди свободно выражают себя, где харизма ценится не меньше интеллекта, и где он почувствовал, что способен на большее, чем просто быть отличником. Вернувшись в Турцию, он закончил лицей с максимальными баллами за всю историю школы. И, как будто желая доказать, что способен не только на эмоциональные, но и на рациональные победы, выбрал юридический факультет. Для него это был шаг к стабильности, к взрослой жизни. Он погрузился в теорию права с той же страстью, с какой раньше брался за спорт и языки. 2 года он буквально жил в библиотеке. Потом первые стажировки, работа с документами, корпоративное дело. Его карьера развивалась стремительно. Он участвовал в крупных проектах, писал статьи для юридических журналов, все выглядело идеально. Но где-то внутри медленно росло ощущение, что жизнь превращается в рутину. Каждое утро начиналось одинаково: костюм, галстук, кофе, офис, бесконечные переговоры. Вечером усталость, но без удовлетворения. Ум, который привык к развитию, задыхался в рамках одной роли. Он вспоминал Америку, ту легкость, ту смелость, ту свободу, и понимал, что утратил это состояние. Именно тогда он решил изменить хоть что-нибудь. Сначала ради интереса. Записался на курсы актерского мастерства, чтобы говорить увереннее, лучше владеть голосом в судебных прениях. Но стоило ему выйти на сцену, как случилось то, что он потом назовет встречей с самим собой. Голос, интонация, движение, импровизация – все оказалось естественным, как дыхание. Он не играл, он жил. Преподаватели видели это сразу. Они говорили, что в нем есть то, чему нельзя научить, природное присутствие. Судья, у которого он проходил практику, сказал после одного из процессов: «Ты слишком живой для юриста. Ты должен быть перед камерой, не перед присяжными». Эти слова прозвучали как предсказание. Джан еще не знал, что через несколько лет его будут называть лицом нового поколения турецкого телевидения, что его имя будут выкрикивать на площадях Рима и Мадрида. Пока он просто слушал внутренний голос, который впервые за долгое время говорил уверенно и спокойно: «Теперь начни жить иначе». Он не знал, куда приведет этот поворот, но впервые за долгое время не боялся неизвестности. Все началось почти случайно, как короткое упражнение по технике речи, но превратилось в судьбоносный шаг. Джан пришел на первые занятия по актерскому мастерству без особых ожиданий. Он хотел просто улучшить дикцию, научиться говорить увереннее в суде. Но как только он встал под свет софитов и произнес первую фразу, случилось нечто необратимое. Преподаватель, женщина с десятилетиями сценического опыта, не сводила с него глаз. В нем было что-то необъяснимое, не просто артистизм, а присутствие, энергетика, которая наполняла пространство. Он не играл, он существовал в кадре так естественно, будто проживал каждую секунду. После одного из этюдов преподаватель сказала: «Вы не юрист. Вы человек, которого будут слушать миллионы». Поначалу Джан не воспринял эти слова всерьез. Ему казалось, что это просто комплимент. Но чем дольше он занимался, тем сильнее чувствовал, это не хобби. Это нечто большее. На сцене он обретал свободу, которой ему так не хватало в офисе. В
Вскоре слухи о талантливом адвокате, который играет как профессионал, разошлись по школам и агентствам. Его стали приглашать на кастинги, сначала незначительные, потом более серьезные. Он по-прежнему носил костюм и работал в юридической фирме, но внутри уже жил другой человек. В этот период он проявил еще одну черту, за которую позже его будут уважать режиссеры – трудолюбие. Если он чем-то занимался, то до конца. Джан изучал актерское ремесло с тем же усердием, с каким раньше изучал право. Он разбирал сцены, наблюдал за игрой других, читал книги по актерской психологии. Даже в обеденный перерыв мог тренировать мимику или речь перед зеркалом. Иногда судьба любит говорить с нами намеками. Однажды во время судебного заседания судья вдруг сказал ему: «Господин Яман, вы слишком артистичны для юриста. У вас талант. Не теряйте его». Эта фраза стала последней каплей. Он понял, что все вокруг подталкивает его к одному – перестать притворяться и сделать шаг туда, где он действительно живет. Он начал с малого – съемки в коротких роликах, реклама, небольшие проекты. Это был мир, в котором нужно было быть одновременно смелым и терпеливым. Но Джан не боялся трудностей. Он был готов к любому сценарию. Параллельно с актерскими экспериментами он проходил курсы барменов. На первый взгляд, странный выбор для юриста. На самом деле, часть плана. Он мечтал получить международную адвокатскую лицензию в США, а пока подрабатывать в барах, чтобы оплачивать жизнь. Барная стойка стала его неформальной сценой. Он учился быть внимательным к людям, улавливать настроение, менять темп, управлять энергией пространства. Все это позже пригодится на площадке. Судьба, кажется, наблюдала за ним с улыбкой. Однажды, во время отпуска в Бодруме, он взял на себя роль аниматора в баре отеля, где отдыхал. Он просто хотел повеселиться, но вечер обернулся неожиданным знакомством. Среди гостей оказались два владельца актерского агентства. Они подошли к нему и сказали: «Ты должен сниматься. У тебя есть все, что нужно». Так началась новая глава. Первые контракты, первые пробы, первая роль. Джан Яман перестал быть юристом с хорошей дикцией. Он стал актером, у которого впереди путь, о котором он тогда даже не догадывался. Он вспоминает этот период просто: иногда Вселенная начинает работать на тебя, как только ты перестаешь сопротивляться. Главное – поверить себе. Он поверил. И именно с этого момента начался его взлет. Когда Джан впервые оказался на съемочной площадке, он не выглядел как новичок. В нем не было ни суеты, ни страха камеры. Напротив, редкое спокойствие и внутренняя собранность, будто он занимался этим всю жизнь. Его первая заметная роль в сериале «Дела сердечные» стала тем самым трамплином, который направил его карьеру в сторону большой аудитории. Это была мелодрама, где он играл не центрального персонажа, но каждое его появление приковывало внимание. У зрителей возникало ощущение: вот он, человек, которому суждено стать главным. Продюсеры заметили ту самую искру, о которой говорят в актерской среде. Не просто внешность, а живую энергию, что делает персонажа реальным. Следующее приглашение пришло быстро. Проект «Любовь назло» вывел его на совершенно новый уровень. Джан сыграл бизнесмена с суровым характером, за которым скрывается тепло и уязвимость. Зрители мгновенно поверили ему, в его взгляде было больше эмоций, чем в десятках реплик. Рейтинги росли, фанаты множились. Его начали обсуждать в журналах, телешоу, на форумах. Молодой актер, еще недавно юрист с офисной карточкой, становился новым символом турецкого романтического сериала. Но он не спешил упиваться успехом. После каждой роли он анализировал себя, где правда, где можно точнее, где глубже. Следом пришел сериал «Кто из нас не любил?» История о первой любви, потерянных чувствах и второй попытке. Там Джан показал другую грань, спокойную, зрелую, без лишнего блеска. Он уже не просто красивый экранный герой, а мужчина с внутренним миром, который можно прочитать по глазам.
Это было важно. Он не хотел быть просто лицом, он хотел быть актером, которого уважают за содержание. Но настоящий перелом случился в проекте «Полнолуние». Роль педантичного, хладнокровного бизнесмена с чувством вкуса и внутренним кодексом стала для него ключевой. Герой Ямана – человек, который держит все под контролем, пока любовь не рушит тщательно выстроенные стены. И зрители, особенно за пределами Турции, увидели в этом сериале нечто особенное. «Полнолуние» оказался международным открытием. Его начали покупать телеканалы и стриминговые сервисы из Европы и Южной Америки. Итальянская публика, которая всегда чувствует энергетику и харизму, мгновенно влюбилась в актера. Там его популярность росла лавинообразно, и вскоре Джан стал восприниматься не просто как турецкий актер, а как европейская звезда. Параллельно он менялся и внешне. Для «Полнолуния» ему пришлось немного сбросить вес, отпустить бороду, изменить стиль, так требовал образ. Он шутил, что стилист немного его испортил, но на деле именно эта работа помогла ему избавиться от стереотипа «слишком красивого», за которым часто не замечают игру. Каждый проект, от «Дел сердечных» до «Полнолуния», добавлял новые черты к его экранному портрету. Сдержанность, романтичность, легкий ироничный взгляд, мощная физика – все это стало его фирменным почерком. Но самое главное, в каждом герое было что-то живое, настоящее, будто он проживал не сценарий, а собственный опыт. После «Полнолуния» его имя стало символом качества. С этим проектом закончился этап становления, и начался этап большого взлета. Впереди ждала роль, которая изменит не только его карьеру, но и отношение к турецким сериалам во всем мире. И звали эту историю «Ранняя пташка». Когда на экраны вышла «Ранняя пташка», Турция словно замерла. Уже с первых серий стало ясно, это не просто очередной романтический сериал, а феномен, который изменит представление о легких комедиях и сделает из своего актера международный бренд. В центре сюжета – история девушки, мечтающей стать писательницей, и харизматичного наследника рекламного агентства. Казалось бы, стандартная формула, но все решала энергия между героями. Джан Яман появился на экране в образе Джана Дива, свободного, немного дикого фотографа, который живет по собственным правилам. И именно этот герой стал отражением самого актера. В нем было все – уверенность, естественность и та самая внутренняя свобода, которая притягивает людей. Он не играл, он существовал, и это чувствовалось в каждой сцене. Рядом с ним – Демет Оздемир. Их дуэт стал молнией, пробежавшей через экраны. Взгляды, движения, едва уловимые паузы – между ними возникла настоящая химия, которую невозможно подделать. Зрители во всем мире начали верить, что эти двое связаны чем-то большим, чем просто работа. В фанатских сообществах их кадры пересматривали снова и снова, разбирали по миллисекундам, пытаясь понять, где заканчивается сцена и начинается реальное чувство. Для самого Джана «Ранняя пташка» стала не просто карьерным успехом. Это было доказательство, что он способен вести проект, удерживать внимание и вызывать эмоции у многомиллионной аудитории. Он участвовал в создании образа героя, сам подбирал стиль, одежду, аксессуары, разрабатывал детали поведения. Джан Див – это не просто персонаж, это философия – жить без страха, следовать зову сердца и не бояться быть собой. Сериал стал вирусным. Его купили более чем в 70 странах. В Италии, Испании, Аргентине, Чили, везде, где показывали «Раннюю пташку», аудитория реагировала одинаково – восторг, эмоции и новое поколение зрителей, которое начало интересоваться турецким кино. Джан Яман стал лицом этой волны. Его фото заполонили обложки журналов, интервью переводили на десятки языков, а фанаты организовывали флешмобы у отелей, где он появлялся. Он принимал все это спокойно, без эйфории. «Я стараюсь оставаться в центре себя», — говорил он в интервью. Популярность — как ветер. Она не должна менять твое направление. Тем не менее, после «Ранней пташки» он уже не мог вернуться к прежнему темпу. Его жизнь превратилась в нескончаемый калейдоскоп съемок, съездов, пресс-туров, наград.
Он получил десятки премий за лучшую мужскую роль, за лучшую экранную пару, за международное признание. На красных дорожках он стал постоянным гостем, а его имя – гарантией успеха любого проекта. В Турции говорили, он родился для экрана. В Европе у него энергия старого кино, но взгляд нового поколения. И действительно, в его игре есть то, чего так не хватает современным актерам – простота без позы, естественность без фальши. С «Ранней пташкой» он окончательно перешел из категории популярного актера в категорию феномена. За ним начали следить не только фанаты, но и режиссеры международных студий. Италия первой протянула руку, увидев в нем не просто героя мелодрам, а артиста, который может стать лицом нового формата. Впереди ждала Европа, новые языки и новая глава, где Турция переставала быть границей. Он покидал привычную сцену, чтобы доказать, Джан Яман – это уже не просто актер из сериала, это имя, которое открывает двери в другой уровень игры. Когда Джан Яман впервые прилетел в Рим, это уже был не просто визит звезды турецких сериалов, это было начало нового этапа, почти перерождения. Италия встретила его как своего, фанаты собрались у аэропорта, телевидение следило за каждым шагом, а журналисты наперебой писали о «восточном феномене», который говорит по-итальянски лучше многих местных актеров. Все это не случайно. Джан действительно свободно владел языком, ведь он учился в итальянском лицее. И именно этот факт стал ключом, который открыл ему двери на один из самых требовательных европейских рынков. В 2022 году он подписал контракт с компанией Loxvidi, студией, известной качественными драмами для телеканала Каналей 5. Так началась работа над сериалом «Виола come il mare» «Фиалка, как море». Проект оказался особенным. В нем соединились комедия, драма и детектив, а сам Джан сыграл инспектора Франческо Ди Мира, обаятельного, саркастичного полицейского с собственными демонами. Его партнершей стала Франческа Киллиами, звезда итальянского телевидения, уже известная по сериалу «Белое платье монашки». Сочетание их темпераментов дало мощный экранный эффект. Он – энергия и контроль, она – интуиция и внутренний свет. Первый сезон стал хитом. Итальянская пресса писала, Джан Яман завоевал Италию не скандалами, а профессионализмом. Сериал быстро занял прайм-тайм на Канале 5, а его персонаж стал символом нового образа актера, зрелого, ироничного, с внутренней глубиной. Теперь его сравнивали не с героями мелодрам, а с актерами европейской школы. Он вложил в этот проект все, освоил профессиональную лексику полиции, прошел тренировки по сценам преследований и даже лично участвовал в трюках, где другие предпочли бы дублера. На съемках он был педантичен, но не холоден, тот же баланс, который был с ним с детства. Параллельно росло его влияние за пределами экранов. Италия приняла его не только как актера, но и как личность. Он участвовал в ток-шоу, давал интервью на итальянском, писал статьи, а позже выпустил автобиографическую книгу «Сембра страна Энча и Ми. Мне самому это кажется странным», где откровенно рассказал, как из юриста превратился в актера и почему считает путь важнее результата. Второй сезон «Виола come il mare» вышел весной 2024 года и закрепил его статус как ведущего актера итальянского телевидения. Сериал стал не просто историей о любви и расследованиях, он превратился в символ его новой эпохи. «Il Terror» задумывался как масштабная международная драма для крупной платформы. Сюжет – история загадочного османского солдата, оказавшегося в Европе после второй осады Вены. Проект обещал стать смесью истории, мистики и драмы, и Джан вложил в него все – месяцы физической подготовки, фехтование, верховую езду, боевые сцены, работу с диалектами. Но именно этот проект стал для него испытанием на прочность не в кадре, а за его пределами. Производство столкнулось с рядом сложностей – смена платформы, затянувшиеся переговоры, технические проблемы. Медиа раскрутили вокруг сериала целую бурю слухов о переносах, паузах, перезапуске. Имя Ямана звучало в заголовках не как триумф, а как загадка, что происходит с Il Terror. Он сохранял молчание. Не оправдывался, не комментировал. Позже, в редких интервью, он признался, что этот период стал для него проверкой характера.
Пока СМИ спорили, выйдет ли сериал, он тренировался, снимался в других проектах, занимался благотворительным фондом. Он не позволил неудаче превратиться в поражение. К весне 2025 года стало ясно, Йел Терка так и не увидел свет в том виде, в каком задумывался. Но Джан вышел из этой истории сильнее. Он не потерял репутацию, наоборот, его стойкость и уважительное молчание только усилили интерес к нему. Иногда молчание говорит больше, чем слово. Этот шторм стал переходом из актера, популярного в романтическом жанре, в артиста, готового к большим историям. И как только пыль утихла, на горизонте появился новый проект, куда более мощный, масштабный и долгожданный. Его имя звучало по-пиратски, по-приключенчески, с запахом моря и песка — Сандакан. И если Йел Терка стал испытанием, то Сандакан должен был стать вознаграждением. После месяцев тишины, когда вокруг имени Джана царила осторожная пауза, он появился вновь, но уже в образе, который сразу поразил зрителей. Длинные волосы, борода, татуировки, бронзовая кожа и взгляд человека, прошедшего шторм. Именно так выглядел новый Сандакан, герой старинных романов Эмилия Сальгари, тигр из Малайзии, морской авантюрист, борец за справедливость и символ свободы. Проект «Сандокан» стал не просто возвращением актера на экраны, а заявлением о новой эпохе. Это была международная копродукция: Италия, Испания, Малайзия, частично Великобритания. Съемки начались в конце 2023 года и продолжались большую часть 2024. Уже тогда фанаты чувствовали, готовится не просто сериал, а событие. Джан Йиман вложил в роль все, что накопилось за годы. Он прошел изнурительную подготовку: фехтование, плавание, трюки на воде, сценические бои. Работал с каскадерами, выполняя сложные сцены сам. Впервые за долгое время он чувствовал, что снова в начале пути, как будто учится заново, и это придавало ему азарт. Рядом с ним сильный международный состав: актриса Ален Шалом в роли Марьянны, британский актер Эд Вествик как антагонист. Масштаб проекта поражал: тропические локации, костюмы, корабли, морские баталии — все выглядело как полнометражное кино, растянутое на серии. Когда в середине 2025 года Сандакан наконец вышел, он стал хитом сразу в нескольких странах. В Италии сериал шел в прайм-тайме и возглавил рейтинги. В Турции публика гордилась, их актер стал лицом глобального проекта. А в Южной Америке, где помнили старую версию 70-х, новый Сандакан стал символом нового поколения. Йиман говорил в интервью: «Этот персонаж не просто герой приключений. Он человек, который ищет равновесие между яростью и любовью. И, может быть, поэтому я чувствую его таким близким». Зрители видели, что это не просто роль. Это синтез всех граней, которые Джан накапливал годами: дисциплина от матери, легкость отца, сила воли, харизма, умение быть центром кадра. Все, через что он прошел, будто готовило его именно к этой истории. Сандакан стал вершиной его международного пути и одновременно новой точкой отсчета. Критики отметили его физическую трансформацию, эмоциональную убедительность и редкое качество, умение быть масштабным, не теряя человечности. И, как часто бывает в карьере настоящих актеров, один проект открыл сразу несколько дорог. Продюсеры заговорили о втором сезоне и о возможности полнометражной адаптации. Локс Види и Фриментал подтвердили планы развивать франшизу. А сам Джан не скрывал: «Я готов играть этого героя столько, сколько он будет вдохновлять людей». Но за кулисами экранных побед он уже жил другой, не менее важной жизнью, той, где в центре не съемочная площадка, а люди, которым нужна помощь. Именно там, вдали от софитов, начинался его настоящий смысл. Для Джана Йимана актерство никогда не ограничивалось репликами в сценарии. Он из тех, кто строит персонажа изнутри, через тело, дыхание, движение, внутренний ритм. Его метод похож на инженерный процесс. Каждая роль — это система, где эмоция, пластика и сила должны работать синхронно. После десятков съемочных дней и долгих перелетов он все равно начинает утро с тренировки. Бег, силовые упражнения, плавание, бой с тенью, йога
Его распорядок выстроен так, чтобы тело оставалось инструментом, способным выдержать любую нагрузку. Даже в перерывах между проектами он не отпускает форму, потому что считает, актер, который теряет контроль над собой, теряет и силу роли. Перед Сандаканом он работал с тренерами по фехтованию и верховой езде, а еще с координаторами боев из мира каскадерского кино. Каждый прием он отрабатывал до автоматизма. Он не стремился просто быть физически впечатляющим, ему важно было, чтобы каждое движение героя выглядело правдиво, чтобы зритель чувствовал не постановку, а жизнь. Такой подход уходит корнями еще в его прошлое: дисциплина матери, спортивная юность, математическая точность мышления. Он выстроил вокруг себя систему, где даже импровизация подчинена внутренней логике. На съемках режиссеры говорят, что с ним можно работать как с камерой, достаточно одного взгляда, чтобы передать целую эмоцию. Но физическая форма для него не только часть профессии. Это способ держать баланс. Он часто повторяет, что тренировки – это его медитация, способ очистить голову и вернуть спокойствие. После интенсивных съемок он уходит в спортзал, чтобы выпустить накопленное напряжение, а затем возвращается на площадку собранным, будто ничего не произошло. Не меньше внимания он уделяет голосу. Для Джана речь – инструмент не менее мощный, чем тело. Он работает с интонацией, с паузами, с дыханием, чтобы слова звучали так, будто идут не из текста, а из души. Именно поэтому его актерская подача так узнаваема. Она естественна, но управляемая, с тем самым ощущением внутренней силы, которое приковывает внимание даже без громких эффектов. За этим самоконтролем нет холодности. Есть уважение к профессии и к зрителю. Он не любит халтурить, не умеет делать в половину. Если берется, выкладывается полностью. И это ощущается, будь то сцена поцелуя, сражение или простая тишина между словами, в нем всегда есть движение, импульс, присутствие. Он выработал собственную формулу: тело – это инструмент, разум, компас, энергия, двигатель. И именно поэтому даже после многочасовых съемок он выглядит не уставшим, а живым. Такой внутренний порядок стал его фундаментом. Но с ростом популярности и физического совершенства пришло и другое – понимание, что за пределами сцены и спорта есть еще одна миссия. Та, что не требует камеры, но требует сердца. Когда у актера появляются миллионы поклонников, слава часто начинает диктовать правила. Но Джан Йиман поступил наоборот, он сам стал автором своих правил. Вместо того, чтобы ограничиваться сериалами, он начал создавать целую систему личного бренда, где каждая деталь отражает его характер, вкус и взгляд на жизнь. Первым шагом стала книга. Осенью 2021 года в Италии вышла «Сембра страна Энчейми». Мне самому это кажется странным. Это не просто автобиография, а откровенный рассказ человека, который прожил несколько жизней за 30 лет. Он писал ее без литературного лоска, искренне, будто ведет разговор с читателем за чашкой кофе. В ней он рассказал, как переживал развод родителей, как боролся с выгоранием на юридической работе и как однажды решил все начать заново. Книга стала бестселлером, и фанаты говорили: он показал, что за внешним блеском скрывается человек, который умеет сомневаться. Следом появился аромат. В 2023 году Джан запустил собственный парфюм «Мания», не просто коммерческий проект, а чувственное продолжение его образа. Он участвовал в разработке композиции лично: ноты дерева, цитруса и кожи, сочетание силы и тепла. Компания сопровождалась слоганом «Feel the power of presence» – «Почувствуй силу присутствия». Это была не реклама, а манифест «Быть собой, где бы ты ни был». Он понимал, что популярность нельзя удержать одними сериалами. Вокруг него сформировалась целая вселенная: стиль, ароматы, идеи, благотворительность. И все это было сделано не ради моды, а ради связи с людьми, которые чувствовали его искренность. Он стал лицом крупных брендов одежды, часов, автомобилей, но никогда не соглашался на случайные контракты. Каждый проект должен был иметь смысл и совпадать с его философией. На всех встречах, пресс-конференциях, фотосессиях он оставался тем же,
без показной звездности, с легкой ироничной улыбкой и спокойной уверенностью. В 2024 году он начал проводить международные встречи с фанатами, но не в привычном формате автограф-сессий. Это были настоящие события, музыкальные номеры, благотворительные акции, диалоги о мотивации и мечтах. Джан называл их «живыми историями». Он не продавал образ, он делился им. Так постепенно из актера он превратился в культурный феномен. Люди следили не только за его ролями, но и за тем, как он живет, что читает, что говорит. Его фраза «красота ничего не стоит без внутреннего мира» стала девизом для целого поколения поклонников. И, возможно, именно в этот момент он понял, что настоящая популярность не в количестве лайков и контрактов, а в том, чтобы использовать внимание людей во благо. Из этой мысли выросло то, чем он теперь занимается с особым теплом и гордостью, его благотворительный фонд, ставший делом сердца. Когда вокруг него стало слишком много светопрожекторов, Джан Яман сделал шаг в сторону от камер, туда, где внимание нужно другим. Так родился его проект Can Amrn for Children. Он основал фонд не ради имиджа и не по совету пиар-агентов, а потому что хотел вернуть миру часть той поддержки, которую сам получал на своем пути. Фонд сосредоточен на помощи детям, нуждающимся в лечении и психологической поддержке. Первым крупным направлением стала программа Break the All Tour – путешествие по городам Европы, где Джан встречался с врачами, подростками и волонтерами. Он не просто выступал со сцены, а разговаривал с ребятами лично, спрашивал, чего они боятся, о чем мечтают, чем могут помочь себе и другим. Каждое выступление было смесью вдохновения и искренности. Он говорил: «Мы строим стены, чтобы защищаться, но часто сами оказываемся за ними. Пришло время их разрушить». Эти слова стали символом тура и даже легли в основу специального документального цикла, который показывали на итальянском телевидении в 2024 году. Собранные во время поездок средства шли на оборудование детских клиник и на программы реабилитации для детей с неврологическими нарушениями. Но для него важнее всего была не сумма, а встреча, момент, когда глаза ребенка начинают светиться, потому что кто-то из взрослых по-настоящему его слышит. Он стал для этих детей не просто звездой, а примером взрослого, который не боится говорить о сочувствии. В мире, где знаменитости часто строят дистанцию, Джан, наоборот, стирает ее. На мероприятиях он всегда без охраны, без формальностей, обнимает, шутит, фотографируется, а потом долго сидит с родителями, обсуждая, как можно помочь конкретно их ребенку. Постепенно вокруг фонда сформировалось целое сообщество волонтеров. Люди из разных стран стали организовывать встречи под хэштегом «Решетка Breakthrough», объединяя музыку, спорт, искусство и благотворительность. Фонд вырос до уровня международной инициативы и к концу 2025 года уже имел партнерские программы в Италии, Турции и Испании. Джан говорит, что именно этот проект стал для него внутренним балансом. Когда он помогает другим, в нем самом появляется тишина и уверенность. Он часто повторяет: «Кино дает мне признание. Фонд – смысл». Но с ростом известности и открытостью к людям появилась и другая сторона – внимание, которое не всегда бывает доброжелательным. И хотя он привык к аплодисментам, с годами научился выдерживать и тишину, и критику. Ведь теперь его жизнь – не только искусство и благотворительность, но и постоянное столкновение с тем, что значит быть публичным в эпоху мгновенных новостей. С ростом популярности Джана Ямана каждая деталь его жизни превратилась в новость. Вокруг него всегда кипит движение – фанаты, репортеры, блоги, редакторы, пытающиеся поймать хоть тень сенсации. Но за внешним блеском скрывается человек, которому пришлось научиться держать равновесие под мощным прожектором внимания. После «Ранней пташки» и успеха в Италии имя Джана стало магнитом для заголовков. Любая улыбка, взгляд, случайная встреча мгновенно обрастали историями. Журналисты писали о возможных романах, строили догадки о его личных отношениях, а соцсети наполнялись комментариями, где каждый чувствовал себя экспертом. Иногда, признается актер, этот поток становился слишком громким. Он пережил периоды, когда внимание медиа казалось лавиной.
Особенно громко обсуждали его отношения с итальянской телеведущей Дилеттой Лиоттой, тогда их фото появлялись повсюду, а фанаты следили за каждым шагом пары. Когда отношения закончились, Джан выбрал молчание. Ни обвинений, ни оправданий, только уважительная пауза. «Когда любишь, защищаешь даже молчанием», так он описал этот период спустя время. Позже ему приписывали новые романы, придумывали сценарии, которых не было. Но он больше не спорил. Вместо этого просто сосредоточился на работе и благотворительности. Он понял, что публичность не защита и не тюрьма, а испытание зрелости. Умение не реагировать на шум стало его новой формой силы. Он перестал читать комментарии, где пытаются разобрать его взгляд на фото или определить истинное значение его улыбки. С годами он выработал внутренний фильтр – не тратить энергию на то, что не имеет отношения к делу. Вместо бесконечных опровержений – профессиональные успехи. Вместо сплетен – новые проекты. Так он построил свою медиатактику – говорить только через работу и реальные поступки. Это не холодность, а способ сохранить себя. Иногда он появляется в интервью, где спокойно рассуждает о внимании публики. Популярность как море. Если не умеешь плавать, она утянет. Но если держишь курс, она же и несет тебя вперед. Такое отношение помогло ему превратиться из просто актера в фигуру устойчивую, зрелую, не подверженную случайным бурям. Он стал примером того, что можно быть знаменитым, но при этом не терять человеческое достоинство. Сквозь медиашторм он вынес одну простую истину: все, что не настоящие эмоции и труд, не стоит даже внимания. И потому каждое его новое появление на экране становится ответом всем слухам без слов, только взглядом, точностью и уверенностью. Эта стойкость и стала фундаментом для следующего этапа, когда его имя перестало принадлежать одной стране и превратилось в международный символ. К 2025 году Джан Йиман превратился в редкий пример артиста, для которого национальные границы перестали существовать. Он не просто покорил Италию, он создал вокруг себя явление, которое объединило поклонников из Турции, Европы, Латинской Америки и даже Ближнего Востока. Его популярность больше не ограничивалась жанром, страной или языком. Она стала универсальной. В Турции его по-прежнему считают своим символом новой волны актеров, которые доказали, что турецкий кинематограф способен звучать на мировом уровне. Здесь им восхищаются за трудолюбие и патриотизм. Несмотря на международный успех, он никогда не отказывался от родных корней, всегда подчеркивая, что именно турецкое воспитание дало ему фундамент. Он часто повторяет: «Я благодарен своей стране, она научила меня уважать труд и не бояться мечтать». В Италии он уже стал не гостем, а частью культурной сцены. Его принимают как итальянца по духу, за открытость, эмоциональность и чувство стиля. В итальянском языке он звучит легко, как будто родился с ним. На телевидении его называют «наш турецкий римлянин». Ведущие ток-шоу приглашают его не только как актера, но и как собеседника, умеющего говорить о жизни, кино и философии. Во Франции и Испании он стал лицом нескольких компаний и известных брендов, а в Латинской Америке – настоящим кумиром. Там турецкие сериалы давно стали частью культурной повестки, и Джан занял особое место, как человек, который соединил восточный темперамент с европейской элегантностью. В Бразилии и Аргентине фанаты устраивают уличные показы его сериалов и флешмобы в честь его дней рождения. Эта международная волна не случайна. Она держится на искренности. Где бы он ни появлялся, он говорит с людьми на их языке, не только в словах, но в интонации, жестах, взгляде. Он изучает культуру стран, где работает, уважает их традиции, и это чувствуют все. В 2025 году, после выхода «Сандакана», его популярность достигла уровня, при котором его имя стало брендом не только в сфере развлечений, но и в социальных проектах. Журналисты отмечали, что вокруг него сформировалась аудитория нового типа, не просто фанаты, а люди, вдохновленные его философией труда и внутреннего развития. На международных фестивалях он все чаще появляется как представитель новой европейской кинореальности, актер без единого паспорта в искусстве, который способен соединять аудитории разных континентов.
И в этом нет позы, есть естественность человека, который всегда был между Востоком и Западом, между рациональностью и эмоцией, между сценой и реальной жизнью. Он доказал, что глобальность – это не реклама и не модное слово. Это умение быть понятным и близким везде, где есть люди, умеющие чувствовать. И, возможно, именно эта способность чувствовать и не бояться меняться станет ключом к его следующей главе. Потому что впереди у Джана Ямана начинается новый этап, зрелый, масштабный и, возможно, самый интересный. В конце 2025 года Джан Яман стоит на новом рубеже, не только профессиональном, но и жизненном. Он прошел путь, на который у большинства уходит целая эпоха, от юриста с ноутбуком до международной звезды с армией поклонников и репутацией человека, для которого дисциплина стала искусством. Но то, как он движется дальше, показывает, это не финиш. Это только начало новой высоты. После Сандакана его имя все чаще появляется в разговорах о международных копродукциях. Европейские и американские студии видят в нем идеального героя для проектов, где нужно сочетание харизмы, интеллекта и физической силы. Он говорит свободно на 6 языках, умеет меняться под любую культуру, а главное, не боится риска. За кулисами обсуждаются предложения в жанрах исторического экшена и драмы, а также первый проект, где он может выступить как продюсер. Он сам признается: «Я все больше думаю не о славе, а о том, что оставлю после себя». Эта фраза теперь задает направление всему, что он делает. Джан не просто ищет новые роли, он строит платформу, где искусство, гуманность и личная философия сливаются в одно. В планах развивать фонд Can Amrn for Children, расширяя его на новые страны, и запустить образовательную инициативу, где подростки смогут учиться уверенности, коммуникации и творческому мышлению через актерские техники. В личной жизни он стал спокойнее. Тихий дом в Италии, близкий круг друзей, редкие интервью. Он научился ценить тишину между проектами, время, когда можно просто быть, а не доказывать. И все чаще повторяет, что самое важное для актера не аплодисменты, а умение оставаться собой после того, как свет погас. Планы на следующие годы он выстраивает стратегически. Возможен второй сезон Сандакана, и уже идут разговоры о киноформате. Есть интерес к международным съемкам в Великобритании и Испании, а также желание попробовать себя в режиссуре. Для него это естественный переход из исполнителя в создателя. Ведь каждая его роль уже давно стала режиссерской работой, точной, выверенной и эмоционально безупречной. Но за всем этим движением по-прежнему стоит тот же мальчик из Стамбула, который однажды понял, что настоящая свобода не в том, чтобы делать все, что хочешь, а в том, чтобы знать, зачем ты это делаешь. Он не собирается останавливаться. Он просто идет дальше, туда, где можно соединить масштаб и смысл, зрелище и человечность. И если попытаться описать его путь одной фразой, то она будет звучать так: из суда в мировое кино, из роли в идею, из успеха в вдохновение для других. Это уже не просто история актера. Это история человека, который доказал, судьба принадлежит тем, кто не боится переписать ее заново. Спасибо, что были с нами и досмотрели до конца. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Любовь и мечты» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории о ваших любимых актерах и сериалах. Пишите в комментариях, какие моменты из жизни Джана Ямана вас впечатлили больше всего, мы обязательно прочитаем каждый отклик. До скорого, друзья! Впереди еще больше вдохновения, чувств и, конечно, любви и мечты.